Привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Друзья, посмотрите, какая сзади меня сейчас река. Здесь у меня, скорее всего, яма. Там я тоже походила, посмотрела вдоль берега обалденные обратки. Я надеюсь, что никого не прибудет сегодня к вечеру, и мне удастся половить на закидушке. На фидер я хочу сесть где-то вот здесь и забрасывать куда-то вот туда, вдоль противоположной, вдоль береговой линии. Во-первых, там, на входе в яму, в самой яме, наверху я видела, стояли голавли. Это первое. Второе, я уверена, что под листвой, под деревьями, под корягами, под береговой линией должна прятаться рыба. Скорее всего, и сейчас мы мою теорию проверим на практике. Водичка, ребят, здесь нереально освежающая. Слушайте, холоднее, чем во всех реках. Но неожиданно. Залезла, помылась в какой-то веке за 2 дня. Грязнули, слушайте, в баню не хожу. Видите, в Минске все не моются. Приходится. Мы летом все воняем, пока до рек не добираемся. Друзья, подруги, вот уже установлен шатер, в котором я буду располагаться, когда буду прятаться от солнца и когда буду спать. Я в этот раз поставлю сюда раскладушки, печечку и буду спать в шатре. Открывается каждое окошко, из-за этого очень хорошо проветривается. Сверху вот такой вот защитный тент, который защищает не только от дождя, но, мне кажется, от ультрафиолета, потому что на улице очень пекучее жаркое солнце, которое просто спаливает. Ну и рядом пока ставлю вот такую свою походную кухню, кемпинг World. И, конечно же, шатер нужно растянуть. Потихонечку готовлю место под фидер. Поставлю одну точку. Буду ловить на один фидер, ребят. И решила ловить здесь на сильверватер. Мне кажется, самый подходящий вариант для таких условий, для реки такой ширины и для такого течения. Мне, конечно же, ребятки, нужно, наверное, сейчас уже подумать о том, чтобы замешать корм. Сейчас я что-нибудь выберу вкусненькое для того, чтобы замешаться, так как я не знаю, какая здесь может быть рыба, как и что. Я буду мешать 2 корма между собой. А давайте я вообще замешаю вот так. Я замешаю линь, карась, марципан и лещ, спорт черный. Первый раз, ребят, делаю такое сочетание. Сейчас посмотрим, какого интересного цвета получится корм. Очень интересно. Очень много здесь летучих всяких кусачих тварей, ребят. Ну ничего, решила навязать абсолютно свеженький монтаж. Свежий поводочек, конечно же, со свежим крючком. Крючок ставлю в холмик. Не маленький, а 10 номера. Вот такой вот, с достаточно тонким цевьем. Место на фидер выбрала недалеко от берега. Там показала рыбу. Там показала глубину практически 2 метра. Сейчас забросила с длинным поводком на пучок белого опарыша и 1 красный. Может сейчас и кимарнуть на свежий воздух. Як вы думаете? А? Такой ветер продувает. О. Палаточка стоит. Печка обязательно будет, потому что вечером сильная влажность, чтобы ничего не отсырело. Иду ставить, ребят, колокольчик для того, чтобы, если вдруг усну немножко в палатке, не пропустить поклевку. Вот куда-нибудь давайте вот сюда. Так, чтобы если вдруг станет звенеть, я услышу. Хорошая рыба какая-то, ребята. Ох, красота, ребятки.
И кто это? Голавль или ясь? Ясь. Голавль. Подсак. Быстро посмотрим. Я не могу понять, что это за рыба, ребята. То ли голавль, то ли ясь. Ощущение создается, что это ясь. Ребятки, это супер. Это супер. Мне попалась первая рыба на сегодня, ребята. Ребята, это ясь. Это ясь. Ясь. Смотрите, здоровенный какой. Ёпсель-матрёпсель. Ясь, ребятки, ясь. Это мой первый ясь. На фидер прям вот такой. Это мой первый язевич. У меня, конечно, подсакин, но какой есть. Главное, что он есть. Потому что без подсака было бы вообще беда. Ребят, посмотрите, какой хорошенький. Значит, взял он у меня на 2 кукурузы с пучком мотыля. Крючок прям нормально так заглочен, слушайте. Значит, сейчас, ребятки. Сейчас, друганы, я тебя достану. Бо экстрактор не нашла. Нужно его быстрее, ребятки, в садочек, бо очень жарко. Крючок колмик и вот такой вот красопетович. Настоящий Язик Язикевич. Ой, слиток такой. Я не знаю, слиток платины, слиток золота, слиток бронзы, слиток серебра, слиток нефти, слиток всего. Главное его не уронить мимо подсака. Садка, точнее. Давай. А я поняла, что он любит. Я, прежде чем отойти и оставить точку покоя, прокормила ее кукурузой вместе с кормом. Понимаете? Любит марципан и кукурузу, что ли? Ёпсель-матрёпсель. Это я понимаю вкусовые предпочтения, так сказать. Нормасик. Даже ничего не обдирает. Давайте. Тогда будем снова прокармливать. Раз. Я прокормилась. И сейчас хочу перекусить. Полтничок — это огонь. На природе это огонь вдвойне. Я специально выбрала такое место, которое будет закрыто со всех сторон. У меня, считайте, здесь крайний заезженный путь, и дальше вот туда идет следующая поляна. Но если уже сядут там внизу, то сядут. Но вообще ниже по течению. Я сейчас пока не забрасываюсь, ближе к вечеру я собираюсь на ночную рыбалку проверить наличие сама. Ну что, самый правильный выход из ситуации, когда очень жарко, это что делать? Это поступать как Рамс. Рамс, что ты делаешь? Ты идешь купаться, да, когда жарко? Вот сюда. Аккуратненько. Не с обрыва, не прыгаешь с обрыва. А идешь аккуратненько. Аккуратно. Подожди, я первая. Подожди, сейчас. Подожди, нет!
другая вообще, не такая, как на всех остальных веках. Здесь реально холоднее. И купается песок, прикиньте. Офигеть. Еще раз, ребятки. Раз, два, три. Обалдеть. Обалдеть, Рыжик, как ты это делаешь? Дело близится к закату, я начинаю подготавливать закидухи. Первые идут мои катушечки, все новенькие, вот такие вот красоточки. И, конечно же, мои закидушечки, красавчики. Мои Горынычи 2,7 с тестом до 200 грамм. Стоит пока один фидер, хочу потом забросить чуть ниже по течению второй. Ну, мало ли, всякое бывает. Буду ловить, можно так сказать, на одной дистанции от берега, но просто ниже по течению. Ну вот и удилки собраны, ребят. Остается на удилке надеть катушки. Сделаю, ребята, все монтажи с отводной петлей. Это значит, что наконец лески я привязываю к груза. 10 оборотов. Возвращаю обратно в петельку. И аккуратно затягиваю. Большая, поэтому, наверное, на сантиметров 40-50 я делаю отводную петлю, в которой петля в петлю буду ставить поводок. Ну вот, ребятки, все удилища в принципе собраны, на всех стоят груза, на всех уже навязаны петли, мне остается только каждому прицепить по крючку. И вот такие вот поводочки с вот такими вот крючочками сейчас пойдут на каждое удилище, ребят. Так как у меня часто клюет не только, допустим, сама какая-то другая рыба на реках, непосредственно, когда я ставлю такие монтажи, я специально ставлю крючки такого размера, чтобы даже белая рыба могла засечься. У меня вечернее кофепитие, только что была офигенная поклевка, но, судя по всему, крючок выпрыгнул изо рта у рыбки, и она была такова, и от меня ушла. Я поставила сразу больше крючок, чтобы не играть с этим, так сказать, и все. Сейчас уже поставила снова кукурузу и жду поклевки на одно, второе удилище. Есть, ребятки, какая-то рыбка. Не крупная, ребят. Ну, что-то я сейчас посмотрим. Может, какая-то плотвичка? Или что у нас тут? Да, ребят, какая плотва. Смотри, Рамс. Ох, какая плотва. На, 2 кукурузки, ребят. Отличная плотва. Кукурузку снова. И, ребят, прикормочка вместе с кукурузкой тоже. Все туда. И на второй также кукурузу, ребят. Но я не добавляю прикормку. И бросаю ниже по течению. Я, кстати, тоже заклипсована там. Попадать в одно и то же место. Ниже своей точки закорма. Расчесываю свою супер гриву синюю.
Короче, что я могу сказать? Ближе к 6 часам вечера, когда солнышко чуть-чуть опустилось за горизонт, последовало 2 поклевки практически сразу на кукурузу. Одна на дальний фидер, который я не кормлю, который бросаю вниз по течению, и одна на тот фидер, где у меня главное кормовое пятно. Также к вечеру начали на реку подтягиваться люди. Это означает, что, скорее всего, клюет вечером. Пора и ужин готовить, пока не совсем стемнело. О, яка горячая таблетовка. Жих. Скоро будет опускаться влажность на нашу полянку. И я думаю, что самое время для того, чтобы подзакрыть окна шатра. Вот так. По непредвиденным обстоятельствам сегодня готовим картофан с салом. Благо, все время есть с собой картошка и есть сало. Почему? Потому что из-за вот этой вот опасной сильной жары испортилась наша курица, которую мы покупали с собой. Но ничего страшного. Салка будет вот такое вкусное с картошечкой и овощами гриль. Комочки счастья, понимаете? Клюй, рыба, клюй, большая, маленькая. Как ты думаешь, зай? Перед ночью хочу сейчас сделать новые поводки с новыми свежими крючками подлиннее. Значит, крючки будут гамакацу 10 номера, поводок будет 0,18. Пробираюсь я сквозь тернистые дебри. Опа. Сюда, через которые кто-то уже пробирался, кроме меня. Блин, ну голыми ногами пошла, ну ладно. Пенсийные. Нормально. Потом надену какие-нибудь сапожки и все будет дома. Короче, я не знаю, есть здесь сом или его нет. Но я вижу шикарные обратки, я понимаю, что здесь глубина, и я заброшу сюда закидушку с выползком, понимаете? Вот у меня такие шикарные птички. Опа! Опа! В прошлый раз на Свислоче на рваного, именно на рваного выползка было очень хорошая густера. Возможно, здесь тоже именно рваный, выползок принесет какие-то свои глубина под нашим берегом. И я вот
Прям хоп, сюда. Жух бросаю. Куда? И расслабляю фрикцион. Фу, это моя подставка. Офигел? Было сейчас несколько лютых поклевок. У меня очень длинный поводок, рыба не засеклась. Ну как не засеклась, короче. Она сошла к тому моменту, как я успела заметить, что она клюет. Значит, у меня овощи. Опа. Перчики и баклажанчики, ребятки. Давайте назовем это праздничным столом. А праздник у нас потому, что мы снова на рыбалке. Итак, вкусный картофанчик, который нужно, чтобы чуть-чуть остыл. Давайте я просто пока скушаю помидорку. Все, ребятки. Приятного не аппетита, вам хорошего дня, вечера. Не знаю, доброго времени суток. Есть, ребятки. Что-то походу. Поклевочка была какая-то. Сошло, ребят. Да что это такое, ребята? Что-то было, бляха-муха. Опять опоздала, а? Думаете, я медведя боюсь? Пускай медведя меня боятся. Хоба-на! И здесь есть. Сюда. Наверное, сом. Ну что-то хорошее. Извините, пожалуйста, а что это? Я боюсь. А что это такое? Ребята, что это? Господи! Господи, что это, ребята? Что это такое, ребята? Что это клюнуло? Я не могу понять! Что это такое? Посмотрите, это какая-то змея. Змея-змеюка, змеюковна. Обалдеть. Рамсик, посмотри, что это такое. Офигеть! Я в шоке, Виталик. Ты понимаешь, что я... Ребятки, я не ожидала, но это настоящий угорь, походу, ребята. Это ужасно. Он как змея. Он у нас не в Красной книге, но его ловля запрещена, ребят. Я в первый раз в жизни поймала такую рыбу. И я вообще не думала никогда в жизни, что можно поймать его на реке. И вообще, угорь ли это, я не знаю. Я посмотрю только потом, после того, как я его отпущу. Вот это змеюка поплыла такая стрёмная. -2. Ёпсель-матрёпсель. Да что это такое? Так. Есть самял. Не крупный. Да, до этого был крупный, ребят. Увел прям туда. А это малышок вот такой вот. Мы ему выползка не отдадим. Мы у него выползка заберем, чтобы его надеть снова на крючок и возвращаться в лагерь. Отпускаем. Фух. Вот тут вот дергает, просто усы порастягивал. Усы во все стороны порастягивал этого выползка и радуется жизни. А мы как дурачки туда-сюда гоняем.
Утро доброе, мохнатая собака. Утро доброе, да. Опа. Нифига себе. Смотрите, какая здесь густера ладошечная. Обалденная, обалденная густера. Вот мне кто все время там, да, дергала. О, красотка какая. На 2 кукурузки, ребят. Кукуруза рулит, видите. Кстати, кукуруза умный выбор. Есть какая-то рыбка, ребят, походу. Или нет? Да, есть какая-то рыбка. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Что-то, ребят, небольшое, но приятное. А? Кто? О, посмотрите, какая красота. Какая плотвичка здесь, ребят. А, это не плотвичка. Это елец. Елец, понимаете ли. А. И снова, ребят, 2 кукурузки в работе. Смотрите, какие классные кукурузины. В кукурузе умный выбор. Какие они маленькие все. Их так много, ребят. Очень удобно использовать такие на наживку. Очень аккуратно. На маленькие крючки они. Только на огромные, как я привыкла. Вот еще одна рыбка в лунку. Доброе утро. Проснулись, потянулись, обязательно кофеек. Ребятки, я проснулась, пошла, проверила свои снасти. Оба фидера затянула куда-то в кусты. Я потом увидела, что по течению плывет мусор, и, скорее всего, он навис. И затянул в кустелевича. Один я оборвала, второй мне удалось достать. На закидушке после ни одной сработки, только здесь под моим берегом мне удалось ночью поймать одного сомика небольшого тоже, я его даже не показывала. Что такие? Ну и с самого утра я поймала густеру, поймала ельца и все на кукурузу. Продолжаю сейчас ловить, рыбалка вообще неспешная, отдых отменный, нужно позавтракать. Будем сейчас еще и проверять всякие свои вот эти вот дипики, ребятки, у меня есть. Аnis, вот кукурузка можно попробовать. Здесь леща попробовать. Даже перчика можно попробовать. А вдруг рыба-гурман, линь, карась, марципан. Ребятки, ставлю воду, потому что хочу заварить перловку. Попробовать на перловку, может что-нибудь здесь возьмет. Есть, ребятки, какая-то рыбина. Есть. На маленький крючок, на одну кукурузку. Наконец-то у меня что-то попалось. И это елец или плотва, ребят. Судя по всему, это ельчик еще один, видите? Опа, красавчик вот такой. Во. Вот такой. И, ребята, у него изо рта вываливается, посмотрите, он жрет кукурузу. Посмотрите, обалдеть. Жрет прям в наглую. И снова ставлю кукурузу. Вот так. Как говорится, какая рыба есть, такую я и ловлю, понимаете? Ребята, заварим перловочку.
Заварим перловочку. Только что закипела, считайте, водичка. Уже который раз, ребят, завариваю в термокружке. Отлично. Все заваривается, все хорошо. О, Господи, какая холодная, Господи! Жесть, Рамс, ты почувствуй! Ты понимаешь? Ёпсель-матрёпсель, Рамс. На короткий поводок. О, какая хорошая плотва, посмотрите. О, какая плотвичка. Солидненькая. О. На перловочку, на короткий поводок, на большой крючок. Плотка. Красота. Прикормку продолжаю добавлять по чуть-чуть кукурузку. И все, и продолжаем ловить рыбку. Животного компонента, ребята, вообще никакого не добавляю. Снова сработала моя перловочка. И самое интересное, с большим крючком стала высекаться. С коротким поводком, кстати. Вот уж эта рыбка, а. Узнала, что я собираюсь идти на спиннинг ловить. И такая: нет, Юлька, подожди. Я у тебя хочу поклевать. У тебя такая вкусная перловочка. О, какая плотва знатная, посмотрите. Ну это ж плотва, всем плоткам плотва. Даже на Свислоче, слушайте, такая не брала последние разы. А здесь прям плотва-плотва. Это плотва. Я думала, что я здесь вообще ничего не поймаю. И я нереально счастлива, что я ловлю вот такую рыбу. И что моя перловочка меня уже который раз выручает на каждой реке практически. Ребятки, очередная рыбка. Вот сейчас уже ближе к часу. Какой-то вот небольшой выход у меня пошел на перловочку. Сейчас посмотрим. О, офигеть какая! Офигеть! Обалдеть! Боюсь, что потеряю, так возьму вот так. Супер с подсакой. Ребятки, посмотрите, какая красота. Ого! Гляньте. Гляньте. О, не, ребятки, это плотвичка такая здесь водится. Слушайте. На мою перловочку, ребятки. О, и смотрите, кукурузу, видите? Кушает. И тошнишь ты тоже кукурузой? Конечно. Какая красота, а? Ну, красота? Супер, ребятки, супер, супер. Поставила маленький крючок, очень длинный поводок и одну перловку.
И вот она отклеилась, чтобы она была. Долгожданный ужин, ребят. Так, сейчас. Опа, сосисончики с хлебушком. Хотела покушать. И на мотыля взяла платочка очередная, вот такая вот красивенькая. Ну, выпадет, не выпадет, не знаю. Почему? Потому что прошлый выпало изо рта. Очень маленький крючок. На 2 мотылька. Won't you stay? Won't you stay? Won't you stay? Друзья, были такие вот шикарные плотвички, была даже густерка, были ельцы. Вся рыбка, кстати говоря, выжила, потому что водичка в реке довольно-таки прохладная. Была вот такая вот отличнейшая плотвень, которая попалась, если я не ошибаюсь, если я не забыла, на кукурузу. Сейчас, естественно, я всех собираю и отпускаю. И, конечно же, был вот такой вот прекрасный язык, которого я тоже отпущу. Красавчик какой. И давайте плоточки. Все выплываем по тихой грусти. Давайте, давайте. Давай, давай. Давай, Ельчик, просыпаемся. Просыпаемся, малыши. Если вам нравится рыбалка, если вы предпочитаете активный образ жизни, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно следите за обновлениями. Жмите колокольчик. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!